Всем привет! Сегодня мы с вами сплетем очень такую, я бы сказала, нужную и полезную вещь для нас, дам, а можно и просто для дома, как коробочки или органайзеры для спонжиков и, вернее, для ватных дисков и ушных палочек. Значит, что нужно? Наши инструменты, клей и такое супер приспособление, как бутылка пивная. Я ее обмотала картоном, обклеила и все. В серединку я, воды, конечно, я не наливала. Я насыпала зерна, то есть для оттяжеления. Вот и все. Ну что, приступаем. Значит, у меня, смотрите, у меня здесь немножко разные цвета. Один чуть темнее, другие чуть светлее. И я буду чередовать. Сейчас все будет видно. Значит, берем трубочки и складываем 3 на 2. Сейчас покажу. Почему я выбрала 3 на 2? Не потому, что мне там так как-то вот захотелось, вот именно 3 на 2. Ну, мне вот показалось, что такого расстояния между стойками будет вполне достаточно. Просто если делать меньше, там, допустим, 2 на 2 трубочки складывать, то как бы маловато. Если делать 3 на 3, многовато. Поэтому я решила сделать 3 на 2. Сейчас это все покажу. Так. Беру сначала светлые трубочки. И это же будут мои стойки в дальнейшем. Так, готово. Так, светлые откладываю в сторону. И теперь складываю вот так. 3 трубочки и 2 трубочки. Вот так. Мои соединения трубочек, вот они по бокам. То есть сейчас мы будем это дело обплетать. Беру темные трубочки. И начинаю обплетать наше донышко. Так. Так. Все рядочки я закрываю. Так, и здесь сразу я начинаю разводить по одной стойке. Готово. И вот так по кругу я плету 6 рядов. То есть сейчас у меня второй ряд. Я проплету 6, покажу, что делаю дальше. Проплела я 6 рядов, переворачиваю и начинаю заводить одну за одну. То есть поднимаю стойки.
трубочки рабочие я не обрезала, я их просто завела, вывела на обратную сторону. И теперь вот тут сюда мы с вами протолкнем. Все. Теперь ставлю нашу форму, так называемую, и проплету один ряд веревочкой из двух. Наращиваем. Так, подхожу к началу и ряд закрываю. Есть. Так. Теперь рядом с каждой трубочкой я буду вставлять еще одну контрастную потемнее. Приблизительно у меня есть кусочки. Приблизительно сантиметров 10 рядом с каждой стойкой я буду вставлять. То есть я буду вот так вот вставлять и проплетать сразу. Вот. Сейчас мы еще какой-нибудь кусочки найдем. И я буду вставлять. Не сильно вниз заталкивайте, чтобы не было видно с обратной стороны наш кусочек. Вот этот. Здесь мне нужно будет нарастить. Так, вставляем дальше. Дальше. Ой, прошу прощения. Зацепила. То есть мы, будем так говорить, сейчас проплетаем второй ряд. И нам нужно будет еще один ряд, третий, проплести, закрепляющие, я бы так сказала, наши вот эти кусочки, которые мы сейчас вставляем. Я плету слева направо, поэтому вставляю трубочки справа, чтобы тогда, когда я срежу, вот этих пенечков совсем не было видно. Так, я сейчас тогда проплету еще один рядочек, то есть итого у нас будет 3 ряда веревочкой из 2. Параллельно ставлю дополнительные наши стоечки. Сейчас проплету и покажу, как плетем дальше. Сплела. Теперь отмечаю первую стоечку и плету ситцем 8 сантиметров по высоте. Просто обычным ситцем.
прижимайте так хорошо к нашей форме. Все, 8 сантиметров я проплету. И будем с вами это дело наше закрывать. Я включусь, покажу, как буду закрывать и какой загибкой. Проплела 8 сантиметров, и теперь мне один рядочек я проплету веревочкой из 2. Нарастить. Вот мы подошли к началу. Я закрываю ряд. Нет, это не начало. Это я попутала. Ну да, у нас же начало отмечено, правильно? Вот у нас начало. Мои ножнички. Вот тут вот рядышком со стойкой я буду вставлять. Раз, одно. Вторая. Так, все. Теперь обрезаю полностью все лишние наши вот эти хвостики, которые у нас тут торчат и мешают. Так, последних. И теперь будем закрывать розгой из 2. Одну. И вторую. Не хочу делать розгу из 3, дабы не нагружать загибкой такой маленький органайзер. Так. И как раз вот эти контрастные наши трубочки светленькие, да, светло-желтенькие, они даже не желтенькие, такие соломенные. Вот они будут верхом загибки. Так. Так. То есть в работе вот у нас 2 трубочки, поэтому розга из 2 трубочек. И тем более, что сохраняется рисунок, видите? Так, здесь мне уже будет мешать. Понимаю форму. Ой. И теперь нужно протащить первую трубочку. То есть мы уже закрываем нашу загибку. Первая. Вот.
Срезаем коротенькую. Так, теперь сюда. И прячем хвостик, прикрываем. Раз. Так, и последняя наша. Прячем. Еще один наш хвостик. И здесь мы подрезаем под самым низом. Все, первая коробочка вот у нас готова. Приступаем к следующей. Продолжаем плести следующее. Теперь повторяем все то же самое, как и снизу. Вот там будет чуть-чуть одно уточнение. Сейчас все покажу. Значит, берем контрастные наши трубочки, светлые настойки, потемнее рабочие трубочки. Так. Оплетаем первый ряд. Как я говорила, 3 на 2 выставляем. Теперь разводим сразу по одной. Ряды также я закрываю. Так, теперь небольшое уточнение. Значит, вот трубочка, стойка, из-за которой выходит наша последняя трубочка, да, вот там, ближняя, дальняя. Вот эти две стойки нужно расширять чуть-чуть подальше. То есть я чуть шире делаю вот расстояние именно вот здесь. Вот чуть-чуть. И также сейчас я проплету 6 рядков. Зачем это расстояние? Для отверстия. Сейчас все будет вам понятно. Тогда, когда мы уже сплетем дно и поднимем стойки. То есть мы точно так же плетем наши донышко, но при этом не забываем расширять вот именно между теми стойками. Ну, вот здесь чуть шире должно быть. Это у нас 3-й ряд. Нарастим. Еще 3 ряда.
И поднимаем стоечки точно так же, как мы делали в предыдущем органайзере. Не забываем расширять. Вот у нас как раз сейчас расширение вот здесь между стоечками. Так. И еще мы проплетем еще 2 ряда. Пятый ряд заканчиваем. Начинаем с 6. Здесь наращиваем. Так. И пошел у нас 6-й рядочек. Так, есть. Теперь переворачиваем. И точно так же поднимаем наши стойки, заводя одну за одну. И последнее мы вот сюда. Все, ставим нашу форму. Теперь проплетаю веревочкой из 2 3 ряда, но при этом я буду подставлять точно так же, как и в том органайзере, как и в этом органайзере, дополнительно вот эту контрастную темную трубочку, потемнее которая. То есть делаем все то же самое, 3 ряда. Так, сейчас. Итак, мы плетем вот 3 веревочки, 3 ряда веревочки из 2 и подставляем контрастную трубочку. Я сейчас это сделаю и покажу, что дальше. Подошла к началу, заканчиваю 3-й ряд и закрываю. Вот сюда. Вот. И это сюда. Все. У меня в работе остается 1 трубочка. Сейчас я буду плести ситцевым плетением. От одного края до другого. Вот покажу. Вот наша широкая часть. То есть я буду плести от этой стороны к этой. И плетем дальше. Вот так по кругу. Так.
Вот подошли к обратной стороне. Вот у нас широкая часть. Поворот. И все. Не сильно затягивайте, чтобы не было потом вот такого затягивания. Все. И вот так вот ситце мы плетем по высоте 9 сантиметров. Можно немножко больше. То есть вы уже смотрите на свое усмотрение, насколько вы хотите, чтобы была высокая эта штучка. Все, я сейчас проплету. Не 9, может быть. Ну, в общем, я скажу так. Вот этих витков с одной стороны, с одной и с другой стороны должно быть штук 10-11. Вот так. Я проплету и включусь. Проплела я 1, 2, 3, 4, 5, 12, так сказала, витков. И теперь мы будем закрывать нашу верхушечку. Все, трубочка мне не нужна больше, рабочая. И я ее оставляю. Теперь обрезаю вот эту трубочку. Все темные трубочки, то есть все короткие. Так, эту пока не трогаю, потом дойдем, покажу, как будем закрывать. Вставляю вот сюда трубочку. Вот так. Вот у меня получается вот. И теперь начинаю закрывать. Так, теперь сюда. Все убегает, убегает. Теперь здесь. И вот мы подходим к нашей противоположной стороне. Так. И теперь нам нужно разобраться с этими 3 хвостами. Во-первых, вот эти все я срезаю. Вот. Вот эту трубочку, вот, которая у нас за стойкой, я сейчас обрежу и ставлю вот рядышком с вот этой, которую мы загнули изначально. Вот туда. Поглубже. Так, дальше. Теперь эту мы прячем наперед. Вот сюда. Либо можно вот между вот нашими стойками срезанными
Вот сюда. Вот так. Теперь и эту мы накроем хвостик и опустим вот сюда. Вот. И впереди всех стоек. Так, мне этим неудобно. Возьму отвертку. И чтобы хорошо прошло, потому что там туго, мы вот так вот протащим вовнутрь. И поднимем вот эту вот нашу. Можно, кстати, форму вынуть и вот так вот поднять виточек, чтобы он накрыл наш хвостик. То есть спрятать, иными словами. Вот так вовнутрь. И хорошо здесь приподнять вот эту часть и следующими витками закрыть хвосты. Ну, точно так же и здесь. Вот так прячем. Все. И вот так вот у нас получается. Вот такой у нас симпатичный наборчик у нас получился. И сейчас я вам покажу, что можно класть. Ой. Ну, вот мой наборчик и то, что мы сейчас с вами сплели. Вот, пожалуйста, вам результат того, что у нас получилось. Оп. Вставляем. И наши спонжики. Вот такая вот у нас прелесть миниатюрная получилась. Ну, украсить вы уже можете как хотите. Можете декорировать, может нет. Это на ваше усмотрение. Ну, если было полезно, подписывайтесь, рекомендуйте. Будут вопросы, пишите, на все отвечу. Пока-пока.